Ставь лайк и подписывайся на канал, а в комментариях тебя ждет розыгрыш премиум аккаунта. Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня будем рассматривать такой вид фарма и заработка, как охота. Это сравнительно недавний тип и род занятий, который появился в Albion Online. Но он сыскал свою популярность, и очень многие люди им занимаются. Сегодня мы посмотрим, сколько падает опыта, сколько падает денег, что можно заработать и выгодный ли вообще это контент. Итак, начнем с того, что нам добавили сравнительно недавно новую ветку инструментов. Это все-таки инструменты, хоть она отдельно находится в ветке готовки и изготовления зелий. Но я все-таки склонен к тому, что это ветка инструментов. Нам добавили начинающий следопыт, называется навык, и можно приобрести Т3 уровня инструменты. Что они позволяют делать? Т3 уровня инструменты позволяют на расстоянии 175 метров найти следы. А после того, как мы их нашли, мы к ним подбегаем, на них жамкаем, у нас начинается охота. Т3 уровня инструменты дают вам радиус, круг на карте, размером 175 метров. Они будут видны вам и участникам вашей группы, если они у вас, конечно же, будет. Охота делится на два типа. На соло-охоту, где ты будешь бегать в одиночку, ловить этих зверей, убивать, и групповая охота. Отличается она только размером следов. Следы есть под всех животных, они есть для одиночных, то есть от 1 до 3 человек, это соло-охота. Есть следы от 4 до 8 человек, это групповая охота. И чтобы быстро использовать инструменты, не открывая инвентарь, можно нажать на кнопочку U. Сразу скажу, что в соло-охоте намного быстрее прокачивается ношение инструментов. Если вы хотите прокачаться именно в данной сфере занятия, то используйте соло-охоту на постоянку. А в групповой охоте уже начинается большой фарм опыта и денег. Ну давайте по порядку. Инструментов точно так же, здесь 8 тиров, как и в любой другой собирашке. Уровни открытия точно такие же. На первом уровне открывается Т4, на 10 уровне Т5, на 30 Т6, на 60 Т7 и Т8 на 100 уровне. Точно так же, как и в собирательстве, мы можем использовать следы на +1 тир от нашего имеющегося инструмента. Соответственно, вот у нас набор следопыта 3 уровня, мы можем начинать искать следы 4 уровня. 4 уровня это у нас теневая пантера, Хьорн, медведь и деньги. Еще помимо этого есть у нас Т5 Вервольф, но для него надо подкачаться. Т6 у нас пламенный чертенок, Т7 у нас голем и Т8 это птица рассвета. Что по деньгам? По деньгам у нас стабильно приносит деньги всегда пантера. Пантера всегда приносит стабильные свои какие-то там копеечки. Ее можно в принципе на постоянной основе ловить. Хьорн и медведь не приносят практически ничего. Если только прокачивать мастерку на все остальные, сейчас мы к этому вернемся, их можно брать, но в групповой охоте вообще их никогда не берут. Вервольф приносит, иногда, если падает артефакт, то приносит, точно так же, как и пламенный чертенок. Голем очень легко убивается, что в соло, что в группе, вообще легко, стоишь на месте, он кастует, неважно, хил отхиливает, если соло, вообще ничего не надо делать, просто убиваешь его и все. Приносит средний заработок, но мне нравится охотиться на голема. Птица рассвета самая денежная, это Т8 уровень, нужны инструменты 7 левела, очень долго их качать, но птица рассвета приносит очень большие деньги, прям очень. На старте это были какие-то сумасшедшие 20 миллионов, сейчас где-то 5 миллионов стабильно, средненько. И деньги, мне нравятся деньги фармить, больше всего я убивал именно деньги. И в соло бегаю, деньги убиваю, во-первых, очень легко забираются монстры. Либо, пожиратель душ, либо мать земли будет боссом. Все. Очень легко привыкнуть к их скиллам, очень легко убиваются и достаточно прибыльная тема. Я прокачиваю ношения на соло-охоте, использую инструменты, и если есть монетка, я ее в приоритете забираю. Соответственно, немножко хрюкаю себе еще и денежек с прокачки, скажем так. Тоже у нас дает мастерка. Мастерка у нас под каждый тип животных, естественно, своя. Она дает шанс приманить, например, если вы качаете теневую пантеру, да, мастерка вам дает шанс приманить пантеру к следующему следу. Что это значит? Вы
когда включаете охоту, вы не всегда будете сразу видеть животное, на которое вы охотитесь здесь. Вы иногда можете долго бегать по локации, искать следы. Так вот, при нажатии на этот след именно заполняется шкала. След могут охранять монстры и могут не охранять. Вот эта шкала заполняется, и когда она полностью заполнится, вас переместит на другую локацию или на эту же. Просто круг будет немножко в другом месте. И монстерка влияет, появится ли этот монстр в этом кругу, или там будет опять след. Вас может вот так вот гонять от следа к следу, и только на 5-м следе, например, вот может быть этот монстр. Да, это время затратно, но я как считаю, что это окупается, потому что при соло-охоте вам падает примерно, под 100 тысяч опыта с одного такого монстра. Вот, а при групповой охоте вообще там 450 цифры, 500, 600, 650 тысяч за одного убитого монстра. Это падает феймы, именно славы, на прокачку сета. В каких сетах фармить? Вообще в любых. Забирается любым сетом, любой моб в соло-охоте, групповой. Там лидер распределит роли, естественно, должен быть танк, должен быть хил и просто 3 любых ДД. Я рекомендую ходить на охоту в пятером, так больше прибыли, больше феймы, и в пятером любой абсолютно забирается очень просто. Как же делаю я? Я хожу на соло-охоту и попутно еще забираю вкусных монстров. Это можно делать и в группе, но правда феймы будет меньше. Если жирная локация, например, 8-7, 6, и есть монстры, особенно которые прокнуты, они очень хорошо приносят опыта, их обязательно надо забирать. Я пока бегаю, выполняю охоту, попутно еще качаюсь, опыта выходит очень много. А что по деньгам? По деньгам всегда по-разному. Это как вот сундуки в сольниках. Только лучше, мне кажется. Просто с сундуков вообще ничего не падает. С охоты хотя бы что-то падает. При соло-охоте я зарабатываю, где-то примерные цифры. Опять же, как повезет, 1 миллион в час. Выходит, если сильно повезло. Если не сильно повезло, 600 в час точно зарабатывается. При групповой охоте в час зарабатывается где-то по 1 миллиону на человека. Если не повезло, если повезло, по 2,5-3 миллиона на человека. Если охотиться только на 8-х монстров, на 8-е деньги, на птиц рассвета, там прибыль доходит до 5 миллионов на человека. В час 25 миллионов очень реально зафармить. Очень реально, если повезло со следами, если вас никуда сильно не гоняют, и вы один за другим убиваете Т8 мобов, 25 миллионов за час реально поднять на охоте. Вот, охота очень прибыльная сейчас, качать ее стоит. Я рекомендую вкладывать очки обучения именно сюда, включайте автоизучение. Это очень мало требует, во-первых, очков обучения, очень мало. Во-вторых, это очень сильно бафает шанс приманить следующего зверя. А если вы будете постоянно их приманивать, вы будете тратить меньше времени на их поиск. Соответственно, это ускорит вам фарм серебра и вашу прокачку. Важный момент в том, что вот эти новые артефакты, которые падают с охоты, используются не только для создания снаряжения, именно для новых пушек, которые ввели в игру посохи оборотня, так еще и для крафта зелий. Соответственно, если вы на будущее или уже начали заниматься крафтом зелий, то это вам еще очень поможет прокачать мастерку на зельеварении, потому что артефакты туда необходимы. Соответственно, вы будете их добывать на охоте, и вы можете их просто складировать потихонечку вместе со своей группой, а потом просто залить в мастерку зелий, и очень хорошо, очень быстро прокачаться, плюс очень выгодно продать, потому что эти банки все-таки хорошо продаются, особенно зелье Берсерка, прям вообще must have. И открытие для ЗВЗ, массового какого-то группового ПВП контента, очень отличная банка, очень многие классы используют, поэтому если вы зельевар, вы можете сразу убить 2 зайцев одним выстрелом. Охота прям не то что рекомендуется, она вам нужна. А на сегодня это все, что я хотел вам рассказать. Охотьтесь, пробуйте, зарабатывайте миллиарды серебра, зарабатывайте миллиарды феймы. Всем удачи и увидимся на просторах Albion Online.